Наполеона Бонапарта мы знаем как великого полководца и непревзойденного тактика. Он одержал множество блестящих побед, завоевав почти всю Европу. Судьба благоволила к нему очень долгое время. Как же случилось, что именно в России фортуна отвернулась от Наполеона? Очевидно, череда беспрестанных побед усыпила бдительность императора. Он слишком понадеялся на свой фарт, на свою исключительность. Однако на войне нельзя недооценивать противника, нужно учитывать все факторы риска. Ведь даже маленькая ошибка может обернуться большим поражением. Именно это и случилось с Наполеоном в 1812 году во время его похода на Москву. Перед походом в Россию армия Наполеона считалась непобедимой, а сам главнокомандующий предвкушал быструю победу. Но во время боевых действий нужно постоянно поддерживать силы и боевой дух солдат, давая им достаточный отдых, своевременно обеспечивать их продовольствием, амуницией, боеприпасами. Недаром же управление армией считается одним из сложнейших управленческих навыков. Бонапарт вторгся в славянские земли с 400-тысячной армией. Поскольку численность русских войск, разбросанных по огромной территории, была наполовину меньше, командование выбрало единственно правильную тактику отступления вглубь страны, в которой ускоренными темпами формировались отряды ополчения. Французский император никак не мог нанести врагу решающий удар. Он желал быстрой победы над русскими, которая заставила бы императора Александра согласиться на условия мира, навязанные Францией. Но под Витебском, а затем под Смоленском, численно уступавшая армия русских каким-то чудом вырвалась из лап Наполеона. Во время предыдущих военных кампаний в Западной Европе Наполеон легко решал проблему пропитания своей армии, ведя отдельные корпуса по разным дорогам и соединяя все войско перед битвой. Это позволяло солдатам кормиться за счет местного населения. Но в России было мало пригодных для перемещения армии дорог, а низкая плотность населения на оккупированной территории не могла обеспечить французскую армию достаточным количеством продовольствия. Отправляясь в Россию, Бонапарт осознавал, что не сможет прокормить свою армию на малозаселенных пространствах славянских земель, поэтому решил взять с собой необходимый провиант, то есть около 9300 повозок с продуктами. Эти повозки должны были тянуть 25 тысяч лошадей, каждая из которых необходимо было ежедневно скармливать 9 килограммов корма. Цифры впечатляют, но такие продзапасы все же оказались недостаточными. Русские упрямо избегали генерального сражения, втягивая французов вглубь необъятных просторов своей страны. Отступая, они уничтожали посевы на полях и заманивали французскую армию все дальше, в бескрайние степи, дремучие леса, коварные болота. В результате обозы с провиантом сильно растянулись, а раздразненные продотряды подвергались частым нападениям вооруженных чем попало крестьян. Это еще больше увеличило дефицит провианта, который везли с собой французы. Однако даже при нехватке продовольствия армия Наполеона продолжала свой поход, поскольку главнокомандующий не сомневался в своей быстрой победе. При этом Великая армия несла огромные потери, до 5000 солдат в день умирали от всяческих болезней. Не в силах вынести тягот походной жизни, многие дезертировали из войска, некоторые даже лишали себя жизни. Французы продвигались медленно, на лошадях начала сказываться нехватка корма. Измученные длинными плохими дорогами кони настолько обессилели, что проходили не более 50 километров в день. Наполеон продвинулся вглубь России, но за несколько месяцев ее армию сильно подкосили болезни и измотала усталость. На подступах к Москве от первоначальной численности ведомых Францией европейских войск осталось около половины, а лето уже подходило к концу. Наконец, в 125 километрах от Москвы, возле деревни Бородино, русские решили дать оборонительный бой. Этого боя можно было избежать, сразу сдав Москву и выиграв время, чтобы собрать больше подкреплений. Но генерального сражения под Москвой требовал царь и русское дворянство. В решающей Бородинской битве потери с обеих сторон были катастрофическими. Убитыми и ранеными русские потеряли около 44 тысяч солдат, треть армии, французы 30 тысяч солдат, четверть армии. Битва при Бородино оказалась самой кровопролитной за все время наполеоновских войн. Русская армия была не способна продолжать битву, пока не восстановит свои силы. В итоге Кутузов сдал Москву. 15 сентября, через неделю после победы, Наполеон вошел в древний русский город, но численность его армии уже составляла четверть от первоначальной. Москва встретила французов негостеприимно. Царь Александр I проигнорировал предложение Бонапарта заключить мир, а в самом городе вспыхнул сильный пожар. Наполеон пребывал в полной растерянности. Ведя боевые действия в Европе, он не сталкивался с войнами на полное уничтожение противника. Здесь же противник не жалел ни себя, ни врага.
В результате войска Наполеона были вынуждены отступить. Но беды французов не закончились. Поскольку военный поход начался летом, и французские военачальники надеялись на скорую победу, то никто из них не позаботился о зимних подковах для лошадей. Дело в том, что зимние подковы в условиях российского климата были острой необходимостью. На них есть маленькие шипы, которые увеличивают сцепление с поверхностью. Это предотвращает скольжение. Без таких подков лошадь не может тянуть телегу по накатанному снегу под гору и спускаться по наклонной поверхности. Это стало решающим фактором в дальнейшей судьбе французской армии. Не имея зимней обувки для лошадей, войско потеряло способность маневрировать, а именно быстрые маневры были главным козырем французской армии. Проблем добавляли сильные зимние морозы, нехватка продовольствия, партизанские наскоки и преследования со стороны регулярной русской армии. Совершенно ясно, что у наполеоновского войска не оставалось никаких шансов на выживание. Следует отметить, что преследователи тоже несли огромные потери в живой силе. Русские также мерзли, болели, умирали и дезертировали. Но все же к русскому войску подходили свежие резервы. Как известно, своих солдат русское командование не жалело никогда. Традиционно плохое планирование военных операций и отсутствие порядка приводило к тому, что все победы русской армии достигались исключительно за счет огромных человеческих жертв. Наполеоновская же армия была лишена возможности пополнить свой состав. На территории Польши от войск Наполеона осталось лишь около 10 тысяч измученных солдат. Ввиду полной бесперспективности сопротивления, Бонапарт оставил остатки угробленной армии и направился в Париж. Русский поход был для него страшным ударом, от которого Наполеон так и не смог оправиться. Итак, французская военная кампания 1812 года стала одним из крупнейших стратегических просчетов военной мировой истории. Главный ее урок – недопустимость слишком глубоких прорывов и растягивания войск на чужой непокоренной территории. Тем не менее, такую же ошибку совершило российское командование весной 2022 года, прорываясь к Киеву в надежде на быструю победу. Ни тогда, ни теперь блицкриг не удался.